Мехримах Султан родилась в 1522 году в семье османского султана Сулеймана I и его законной жены Хюррем Султан. Мехримах была любимой и единственной дочерью султана, пережившей младенчество. Но историк Энтони Алдерсон пишет о том, что у Сулеймана было еще две дочери, одна из которых достигла зрелости и даже была выдана замуж, а другая скончалась за год до рождения Мехримах. Другой историк Чагатай Улучай называет дочерью Сулеймана Разие Султан, о которой нет никакой информации, кроме надписи на могиле мавзолея молочного брата султана Яхьи Эфенди. Мехримах воспитывалась и получала образование под чутким руководством ее знаменитой матери. Она была хорошо воспитана, красиво говорила, имела хороший почерк и красивый стиль письма. Кроме того, Мехримах была чрезвычайно набожной. В сериале «Великолепный век» нам показали, как Мехримах влюбилась в храброго военачальника Балибея. Его представили на образе рокового красавца, разбивающего сердца женщин. Не устояла перед его харизмой и дочь султана Сулеймана. Были ли между ними отношения в реальной жизни? Нет, никакие любовные отношения их связывать не могли. Во-первых, Балибей был намного старше Мехримах и на момент ее рождения уже был женат. Он сочетался браком еще в 1522 году со своей двоюродной сестрой, внучкой султана Баязида II. Развод султанши был практически невозможен и приравнивался к государственной измене. Да и не было причин разводиться. Супруги жили в любви и согласии и воспитывали сына. Во-вторых, Хюррем Султан имела свои планы на дочь, которую хотела выдать замуж за человека статусного и влиятельного, а главное, ей подвластного. Таким человеком был Рустем Паша, верный слуга и соратник во всех замыслах великой хасяки Хюррем Султан. А на Балибея она не имела практически никакого влияния. Он был предан только одному султану Сулейману. Рустем Паша был очень умным и прозорливым человеком. Он сумел завоевать расположение не только Хюррем Султан, но и самого султана Сулеймана. Хюррем убедила Сулеймана в том, что Рустем Паша идеально подходит на роль мужа для их единственной дочери, и султан дал свое согласие. Однако вскоре поползли слухи о том, что он болен проказой. Сулейман был огорчен случившимся, однако для проверки отправил к будущему зятю врача, который определил, что Рустем здоров, потому что на его одежде была обнаружена вошь, что исключило вероятность болезни. По представлению врачей того времени, у больных проказой вшей быть не могло. 26 ноября 1539 года на ипподромной площади начались празднования по случаю обрезания младших братьев Мехримах Шахзаде Баязида и Джихангира. В ходе празднований 4 декабря был заключен брак между Рустемом и Мехримах. На тот момент невесте исполнилось 17 лет, а жениху 35. После свадьбы супруги остались в Стамбуле, где вместе с Хюррем Султан образовали узкий круг влияния на султана. Рустем Паша сделал стремительную карьеру. В 1541 году он занимает должность второго визиря, а в 1544 году он становится великим визирем Османского государства. Вероятнее всего, между супругами были теплые и близкие отношения. Они прожили в браке 22 года, и после смерти Рустема в 1561 году Мехримах больше замуж не выходила, хотя имела возможность и была еще довольно молодой женщиной. Достоверно неизвестно, сколько на самом деле было у них детей. В историю вошла только одна их дочь, Айше Пимашах Султан. Она была несколько раз замужем и в первом браке родила 4 сыновей и 2 дочерей. Историк Энтони Алдерсон утверждает, что у Мехримах был еще один сын Осман. Однако есть версия, что Осман был сыном
первой жены Рустема Паши. У Мехримах было 4 полнородных братьев и 1 единокровный брат, достигший зрелости. Хотя нет никаких доказательств причастности Мехримах или ее матери к падению ее старшего единокровного брата Мустафы, многие источники считали, что они расчищали путь к власти одному из сыновей Хюррем – Селиму или Баязиду. Приход к власти Мустафы был невыгоден никому из них. Рустем лишился бы должности и, возможно, головы. Хюррем потеряла бы статус и всех своих сыновей, а Мехримах – мужа, братьев и влияния. Янычары после казни Мустафы в 1553 году требовали казни Рустема, но жизнь ему спасла Мехримах, уговорившая мать повлиять на решение Сулеймана. Рустем был отстранен от должности, но сохранил жизнь. В 1555 году Рустем Паша обвинил действующего великого визиря Кара Ахмеда Пашу во взяточничестве и добился от султана Сулеймана его казни. Таким образом, Рустем Паша при поддержке Мехримах и Хюррем опять вернул себе должность великого визиря. Хюррем Султан умерла в 1558 году. После смерти матери влияние Мехримах во дворце возросло. Она также стала главной советницей отца и сообщала ему новости во время его отсутствия в столице. Мехримах вместе с мужем поддерживала в качестве перстонаследника Шахзаде Баязида. Однако незадолго до смерти мужа и падения Баязида в 1561 году переметнулась к Шахзаде Селиму, который по восшествии на престол даровал сестре 50 тысяч золотом на неотложные нужды. После смерти отца Мехримах стала самой влиятельной и уважаемой женщиной в гареме. Сначала брата Селима II, а затем и племянника Мурада III. Именно Мехримах подарила племяннику наложницу Софие, на долгие годы ставшую любимицей Мурада. Мехримах умерла в 1578 году в возрасте 56 лет. По распоряжению султана Мурада она была похоронена рядом с отцом в его мечети, что подчеркнуло ее особый статус единственной и горячо любимой дочери султана. Имя Мехримах носят 2 мечети в Стамбуле. Одна была построена по приказу султана Сулеймана в Üsküdar'е, другая по распоряжению самой Мехримах в Edirne-Kapı. Существует легенда, связанная с мечетями Мехримах. Якобы известный архитектор Синан был тайно влюблен в Мехримах, несмотря на то, что он был женат и разница в возрасте была огромна. Синану на тот момент было 50 лет, а Мехримах 17. По задумке Синана, мечети были построены так, что 21 марта, в день рождения Мехримах, имя которой означает солнце и луна, в тот самый момент, когда солнце скрывается за одной мечетью ее имени в Edirne-Kapı, луна появляется из-за мечети ее имени в Üsküdar'е.